Был воскресный день. Девушка по имени Меган вернулась со своей работы, где она работала официанткой в городском кафе. Она очень устала и хотела поскорее вернуться домой. И вот она уже была в своем уютном доме, когда внезапно услышала звонок в дверь. Она подошла к ней, открыла и увидела там девочку лет 7 с большим животом. Смущенная и испуганная, Меган пригласила ее в дом и спросила, что случилось. Девочка, дрожащая от страха, рассказала Меган свою историю. Оказалось, что она жила с отчимом после смерти своей матери, и в последнее время он начал приставать к ней. Девочка долго терпела издевательства своего отчима, он постоянно закрывал ее в комнате и совершал с ней насильственные действия. В школу девочка не ходила, так как отчим предупредил учительницу в школе, что девочка серьезно болеет и она проходит курс лечения. Девочка постоянно пыталась бежать, но всегда безрезультатно, отчим ловил ее и снова запирал ее в комнате. Кроме погибшей мамы у нее не было родственников, после ее смерти отчим удочерил ее. Поэтому никто не мог проверить, как она живет и что с ней. Девочка терпела издевательства на протяжении 7 месяцев. И вот однажды, когда ее отчим уснул в алкогольном опьянении, она открыла дверь комнаты, тихонько прошла до входной двери и побежала искать помощи. Так через 20 минут она наткнулась на дом Меган и решила попросить у нее помощи. Меган, слушая разговор девочки, поняла, что ситуация очень серьезная, и сразу же позвонила в полицию. Когда правоохранители прибыли, они взяли показания у девочки и направились к дому отчима. Они с девочкой жили на окраине города, в ветхом домике, который принадлежал покойной маме девочки. Полиция задержала мужчину, и в ходе расследования стало ясно, что он действительно злоупотреблял своим положением по отношению к девочке. Шли долгие разбирательства и, наконец, после нескольких судов его признали виновным по 5 статьям. Его посадили на 2 года. Спустя месяц девочка родила здорового ребенка. Меган была поражена силой и мужеством этой девочки, прошедшей через столько страшного. Она решила, что не может оставить их одних и предложила удочерить малыша и его маму. Так начался сбор документов на удочерение, проблем было много, но Меган справилась, она поддерживала девочку на всем пути. Так Меган стала не только героиней для девочки, но и новой мамой для маленькой семьи. Она окружила их любовью, заботой и защитой, помогая забыть о прошлом и строить новое будущее. Девочка, теперь уже мама, благодарила Меган каждый день за спасение и веру в них. И хотя прошло много времени с того дня, когда девочка постучалась в дверь Меган, они остались семьей, связанной не только кровью, но и бесконечной любовью и поддержкой. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного. И не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.